Спасибо, Алина Емченко. Итак, если у вас нервное состояние или депрессия, как можно избавиться быстро? Я могу сказать, необходимо стать как жабка, указать большой палец левой руки, необходимо приложить вот так вот к колбу, согнуть ножки и вот так стоя начать очень быстро дышать. Если у вас паническая атака, депрессивный эпизод, нервное состояние, обижаетесь или злитесь на кого-то, то станьте вот так, как лягушка, и начните дышать, прикасаясь средним пальцем себе к колбу. Вы будете в восторге от того, насколько быстро это все убирается. Дальше. Что нужно делать? Знаете, даже в случае, если, вот как у меня был знакомый, он был и есть, я ему когда-то сказал, он говорит: Андрей Андреевич, я ожил, когда начал на вас работать, потому что вы все время говорите о счастье, я его начал находить. Вновь в жену влюбился, появилась какая-то радость в жизни, перестал обращать на все внимание. Его забрали, он отслужил и даже получил ранение, причем не одно, а несколько. Я ему помогал в этом всем, там и реабилитироваться, и восстановиться, и так далее. И там все знают, что это все за деньги, и там везде нужно платить. Я поддерживаю огромное количество просто ребят и людей и так далее. Ну и когда это все произошло, он говорит, вот только радость, вот такая внутренняя настрой, когда вот нравится, он меня спас. Почему? Потому что тех, кто искренне ненавидел, тех, кто искренне злился, тех, кто искренне находил поводы для того, чтобы на здрасте говорить фигасте, но эти люди в обед, после обеда и вечером то отпускает. И вновь начинаете любить детей, и жену, если вы мужчина, и мужа, если вы женщина, и тещу, и мир этот, и так далее. Периодически это делайте. Не обязательно махать рукой. Если мысленно можете представить, можете делать мысленно. Хотите, сейчас попробуем. Представили, будто перед нами лобовое стекло. И оно такое, как будто оно в пелене. Представили, будто в правой руке держим тряпочку и на выдохе протирается. А скажите, прозрачность улучшилась? Конечно. Ну, конечно, улучшилась прозрачность. Конечно, пользуйтесь на здоровье. А ведь вот такой метод помогает избавиться от вот таких проклятий в вашу сторону, и программ, которые я называю проклятиями в вашу сторону, и ненавистью, которая в вашем направлении или по отношению к вам может проявляться. Или как можно сделать, есть ли духовное упражнение, которое может восстановить тело? Ну, конечно. Говорите своему телу, ты не можешь шевелиться, мозг от тебя отключен. После этого легли. Потом начинаете считать, повесили что-нибудь перед собой. Первый шарик, второй шарик, третий шарик, четвертый шарик, пятый шарик, шестой шарик, седьмой шарик. А тело не может шевелиться. Пока считаете шарик, своему телу говорите, пусть все органы восстановятся, и пусть вот это место, которое у меня болит, перестанет болеть. Вот так. Таким образом мы можем включить это духовное упражнение целителя или целительства. Так мы можем помочь человеку исцелиться. К чему он приводит? У человека появляется из-за того, что есть вот такие вот узелки на ногах, варикозное расширение вен, а также болезненные состояния ног. Как развязывается? Представляете, будто у вас вокруг ног обмотана веревка или колючая проволока. И правой рукой на вдохе размотайте это все несколько раз, как будто на несколько витов. Вот мои щиколотки, да? Вот я сижу, и вот так вот стоят мои ножки. Видите? Я представляю, будто вот здесь происходит перевязывание проволокой, ниже колен. Поняли? Разматываю. Раз, два, три. После этого представляю с открытыми глазами, будто я взял проволоку, потрусил и отбросил ее от себя. Вы спрашиваете, как полечить свои глаза. Наши глаза и наш мозг являются элементом пламени, элементом золота. Что необходимо делать? Необходимо поставить руки вот таким образом, представить, будто в левой руке и в правой руке у вас находится золотой шар, или по-другому два солнечных изображения, два солнца. При этом необходимо, не прикасаясь руками друг к другу, прикоснуться к глазам и смотреть в эти глаза, в эти ладони, мысленно представляя, будто вот эти шары солнца из ладоней переходят вам в глаза. Если человек использует данный метод, то очень улучшается его зрение. В обед, после обеда и вечером то отпускает.
И вновь начинайте любить детей, и жену, если вы мужчина, и мужа, если вы женщина, и тещу, и мир этот, и так далее. Периодически это делайте. Не обязательно махать рукой. Если мысленно можете представить, можете делать мысленно. Хотите, сейчас попробуем. Представили, будто перед нами лобовое стекло. И оно такое, как будто оно в пелене. Представили, будто в правой руке держим тряпочку и на выдохе протирается. А скажите, прозрачность улучшилась? Конечно. Ну, конечно, улучшилась прозрачность. Конечно, пользуйтесь на здоровье. А ведь вот такой метод помогает избавиться от вот таких проклятий в вашу сторону. И программ, которые я называю проклятиями в вашу сторону. И ненавистью, которая в вашем направлении или по отношению к вам может проявляться. Вообще самые лучшие для молодости это янтарь с белым оттенком. Как человек устроен. Самое простое упражнение — быть всегда молодым. Вот так руки держите, делаете вдох и выдох вверх голову. Представляете, будто от рук вверх огонь. И должно появиться ощущение, будто энергия течет вверх. Делайте так по 20-30 раз, 3 раза в день. Через 1 неделю ваши близкие начнут говорить: что такая молодая, что такая красивая. В эзотерических и культовых системах это в буддизме используется, это используется в иудаизме, индуизме, в шиваизме, тантризме. Используется это в иудаизме, я уже говорил, в христианской религии, в исламе, практически во всех эзотерических и религиозных направлениях существует такое упражнение. Это упражнение, когда человек кланяется. Оказывается, существует определенное упражнение, в ходе которого человек избавляется от всех заболеваний. Человек должен ставить вот так вот руки, согнутые так, чтобы ладони были возле его лица, и делать очень неглубокие вот такие вот поклоны. В случае, если он делает сидя такие поклоны и делает 5 минут утром и 5 минут вечером, эффект улучшения общего самочувствия может быть уже на протяжении первых 3-4 дней. Так, следующая медитация. Если в вашей жизни вдруг появится ситуация, при которой вы не будете знать, как найти решение или выйти из данной ситуации, я рекомендую использовать медитацию кашель. Просто думайте или вспоминайте, или думайте о ситуации, которая для вас, у вас происходит или вас мучает, и начинайте кашлять. Делайте это надрывно. Ну, не надрывно, а так, сильно. Дело в том, что такой кашель имеет магический эффект, дает решение всех вопросов в жизни человека. Вот так это может работать. Думаете о чем-то плохом и начинайте покашливать. То есть, ой, как мне отдать деньги, и делать так. Ой, нога болит. Ой, еще болит. И делайте такое покашливание, а когда там появляется слизь, сплевываете. Таким образом можно вылечить даже заболевание, если этому уделять определенное. Обязательно делайте это, но не фанатично. Обязательно делайте перерыв. Какие это упражнения? Необходимо запомнить, что во время этих упражнений необходимо голову держать обязательно ровно. Итак, первое упражнение — это обычное шевеление плечами вперед и назад. Вот таким образом. Делайте это на вдохе и выдохе. Необходимо приподнять плечи, отодвинуть плечи назад и постараться максимально напрячь мышцы нашей лопаточной области и грудной области, находящиеся трапециевидные мышцы. Их необходимо напрячь. То есть я отодвигаю локти назад, голову не задираю, а пытаюсь очень сильно понапрягать мышцы. Делаю это на вдохе-выдохе. Человек должен перед сном выполнять практику. Он должен выполнять перед сном практику, выполняя длинный вдох и короткий выдох. То есть, сидя перед сном, делайте какое-то количество по времени. 1 минута, 7 минут, 10 минут. Длинный вдох, короткий выдох. Выполняется так. Или через нос. Или через зубы. Таким образом я выполняю длинный вдох через зубы, или через губы, или через язык, или через рот. И короткий вдох через нос или через рот, не имеет значения. Утром, когда вы проснетесь, выполняйте видоизмененное дыхание, делайте длинный выдох и короткий вдох. Делается или выполняется это так.
Очень кружится голова и звон в ушах. Как вылечить? Запомните, показываю упражнение, которое необходимо делать, и оно 100% за 10 дней уберет звон в ушах и головокружение, с чем бы оно ни было связано. Кстати, выполняя такое упражнение, можно избавиться от гипертонического давления. Великолепное, но делайте его мягко. Первое, необходимо повернуть голову до упора, и после этого поднять ее как можно выше, и вот в таком положении досчитать до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сесть ровно, сделать то же самое в правую сторону, повернуться и поднять голову вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 минуты после этого отдохнуть и сделать так на протяжении дня 10 раз. Делайте 10, каждый день по 10-20 раз, на протяжении 10 дней шум в ушах исчезает. Будете делать чаще и подольше, исчезает быстрее. Конец. На вопрос. У нас есть точка сборки астрального мира. Она условно находится у нас между нашими стопами. Утром поставьте свои стопы с левой и с правой стороны и представьте, будто между срединами вашей стопы горизонтально есть ниточка. И эта ниточка связывает стопы. А посредине этой ниточки мысленно представьте, будто есть шарик воздушный и его горловина. Представьте, не глядя на этот шарик, который находится под вашими ногами, как бы под землей, будто вы его берете, шарик при этом нужно представлять черного цвета, и начинаете надувать. Вот таким образом. Чем больше вы надуете шарик, тем меньше шансов у вас будет появляться панические атаки, фобии и депрессии. Почему? Чем меньше у вас энергии астрала, тем больше у вас фобий. Это